Всем привет, дорогие друзья, с вами Максим, канал вы знаете какой, и мы продолжаем проходить Two World, и сегодня я хочу, наверное, посвятить себя всего прохождению главного квеста. Что-то мы застопорились как-то на одном месте, выполняем какие-то сайд-квестики, местами интересные, местами не очень, вот, но сюжетку-то проходить надо. Вот, тем более мы видели уже много чего видели. И все как-то ни о чем. Так, по прокачке у меня все хорошо. По предметам у меня пока все нормалек. Куча всякой хрени таскаю, но это ладно. Так, давайте-ка мы первым делом надо посмотреть журнал заданий. Журнальчик у нас на 6. Так. Ага, вот у нас с Баи осталось 2 задания. Травяное зелье. Так, Салах сказал, что в ближайшем полевом госпитале есть пациенты. Некоторые страдают от пролежней, и я должен испытать травяной бальзам на них. Мне писали, помню, в комментариях, что у Салаха интересные квесты. Наверное, он что-то сродни некроманту, который был в первой части. Забыл, как его зовут. Вот, он тоже нам давал какие-то очень странные задания, но было прикольно их выполнять. Так, госпиталь, наверное, где-то здесь, да? Давайте сначала посмотрим, что там нам Салах предлагает. Смотри под ноги, щенок! Я вот не понимаю, они... Вот этот город, да, и вообще все, это как средневековье европейское или средневековье арабское? Как-то непонятно, одежды как-то... Ну, по большей части, наверное, все-таки европейские, а вот архитектура арабская, как мне кажется. Ну, прямо этот, не Принц Персии, господи, а как его? Assassin's Creed первый, мне кажется, нет? Кто знает, напишите. Так, ты кто такой? Ты торгаш. Ты мне не интересен. Так, бедолага, которому нельзя подать монетку. А я хочу. А нельзя. Так, что у нас здесь? У нас здесь какая-то дверь. А, нам не сюда вообще. И не сюда. Нам... А куда нам? Что это за метка такая? А, вон чувак у нас подсвечен. Фрукты, кокосовый орех. А это нам точно нужно? Так, есть еще метка. Давайте до нее дойдем. Пожалуйста, осторожней. Я все понимаю, простите, я очень неуклюжий с детства. Прошу меня простить. Так, где-то... А где? Сверху? Сейчас, мне кажется, мы зайдем в гости к Аладдину. Арабская ночь. Не, она так... как там? Добрый путник, войди, славный город Багдад, ты своим не поверишь глазам. Что-то там, не помню, я уже давно я смотрел этот мульт. Блин. Я пытаюсь найти что-то полезное, но я не могу найти что-то полезное. Что это за метки? Вот, блин. Заразы. Теперь буду мучиться. Так, система канализации. Ага. Чезнодар. Как Краснодар. Брошенное оружие, чудесные конюшни. Вот тут какие-то, вижу, развалины или что это надо. Кстати, сюда сходить. Поставим туда меточку. Так, а здесь травяное зелье.
Гильдия магов. Аллах. Аббас. Карабас. Гильдия торговцев. Жрец. Хадия. Так, закрытый город Хатмандор. Значит, нам пока туда рановато. Гильдия воинов. Ладно, давайте посмотрим. Я так понял, что мы можем вернуться в Баю и отнести задание. А Люсам сообщил мне, что нужен... сообщил мне, что писарь, переехавший в Баю, поможет мне пройти через ворота. Но поговорим потом с писарем. Хатмандор, травяное зелье. Альсорна. Так, вообще, по-хорошему, надо поздавать квесты. Но давайте... Вот. Хатмандор – закрытый город. Необходимо разыскать лидеров сопротивления Хатмандоре, у которых должны быть сведения о том, что... А что тут вообще происходит в этой игре? Как пробраться в башню Клыков? По мнению Гартариуса, их следует искать в саванне. Надо придумать, как попасть в Хатмандор. Блин, ну это такое задание. Типа, иди, найди, поищи. Снова послоняйся по этим саваннам. Что-то не очень хочется. Поэтому давайте пока мы повыполняем задания побочные. Мне вообще нужен... Мне нужен этот... телепорт. Тут должен быть телепорт. Простите. Он же у меня помечается как-то, я надеюсь. А вон выход из города. Взял меня, толкнул. Причем какой-то силой мысли. Джедай, наверное. Так. Открыта новая область крюки. О, кажется, я знаю, что это за крюки и для чего они нужны. Тараса Бульбу, если кто знает. Так, ну давай. Извини, у тебя все в порядке? Что? А? Да все хорошо, спасибо. Почему ты так печален? Все, мой деловой партнер Ставан. Сегодня я зашел в мастерскую и вдруг обнаружил, что городские стражи изъяли все наши инструменты и деньги. Тебе назвали причину? Судя по всему, мой деловой партнер использовал наши средства, чтобы помогать каким-то бунтовщикам. И что теперь? У меня ничего не осталось. Сколько тебе нужно, чтобы снова встать на ноги? 1500 монет хватило бы, чтобы купить кое-какой инструмент и нанять моих прежних работников. Но, пожалуйста, не надо меня жалеть. За свою жизнь я немало потерял, хотя такого со мной еще никогда не случалось. Да, средства немалые. И как быстро я смогу рассчитывать на прибыль с вложенных денег? Может, через пару дней. Может, через пару дней. Да ладно, бери. Считай это инвестицией. Огромное тебе спасибо. Я немедленно все устрою. Кстати, меня зовут Аббас. Я не расслышал твоего имени. Я бы предпочел оставаться анонимным партнером. Тогда будем считать, что я ничего не спрашивал. Мастерская расположена у дороги отсюда в Хатмандор. Приходи ко мне через несколько дней, и я все тебе покажу. Обязательно приду. Ну, надеюсь, ты меня не обманул, чувак, а то у меня уже есть опыт нахождения должников. Ну, вообще, он, конечно, складывает впечатление добропорядочного гражданина. И сложные слова я умею выговаривать. Так, ну хватит писать, господи, я же все смотрю, я же все вижу. Давай, я буду тебя смущать. Я знаю, когда на человека смотрит, он не может писать. Только на меня не нассы, пожалуйста. Я все вижу. Я смотрю на тебя.
Серия называется «Сикаем вместе». Что-то он долго, реально. Может отойти от него, действительно. У него ж так мочевой пузырь порвется. Похоже, у парня проблемы. Идем бы к доктору. Так, а здесь выхода нет? Или есть? Есть. А вот это, наверное, бунтовщики, да? Нет, это какие-то... А что вы здесь делаете? Служивые. Пустите меня. Короче, ничего интересного. Мне нужен камень телепорта. Ну, вернее, как, они у меня есть, я хочу найти именно стационарный. Ух ты, что-то даже прогрузилось. Интересно, что же это могло быть? Тут что-то есть полезное, важное? Не похоже. А, ты кто такой? А, Салах, это ты. Господи, я тебя не узнал. Богатым будешь. Ну что ж, давайте тогда, раз мы наткнулись на этого товарища, пойдем повыполняем его квест. Мудрый совет. Держись подальше от Салаха. Не понял. Всего лишь предупреждение, которое стоит запомнить, если не хочешь неприятностей. И запомни, я тебе ничего не говорил. А я ведь вас предупреждал. Вы что, офигели, что ли? Без предупреждения напали. Ах вы твари. Старый разбойник. Ну это разбойники, короче. Видимо, Салах им задолжал. Так. Нифига себе, взлетел сейчас. Так, старый. Женщина, я не хочу вас убивать. Жена главаря разбойников. Недолго ей осталось. Красиво. А это кто был, сын разбойников или... Господи. Не, ну прикольно, что они подписаны. Ну и все, больше там меня ничего не интересует. Что же есть у жены разбойника? Давайте посмотрим. Кокосинки у них у нее есть. Эх ты, женщина. Как косиком ходишь. Наверное, подкладывать себе в лифчик. Так, а что же есть у старого? Отмычки. Блин, по-моему, самое полезное, что я находил. Сейчас среди них. Полевой госпиталь. Найдите полевой госпиталь. Используйте бальзам для пролежней, чтобы помочь первому рудокопу. Но если Салах меня обманул... Да и лежи, не вставай. Хочешь совет? Учись на торговца. Жизнь рудокопа хуже смерти. Успокойся. Это должно помочь тебе, хоть и пахнет отвратительно. Жжется. Что это? Сестра! Я не... Прости меня. Так, найти второго рудокопа. Мне уже не нравится затея давать еще одному человеку это зелье. Проваливай отсюда. Это травяная дрянь, которую нам здесь дают.
Лучше б дали помереть спокойно. Это не из трав. Это колдовство. Какого рода колдовство? Для выносливости. Почему ты сразу не сказал, как есть? Пахнет, как ночной горшок, но... Сестра, позовите мою жену! Скажите, мы снова в строю! А это что значит? Ему помогло? Или он еще не втирал просто? Так, третий рудокоп. По-моему, их здесь 2. Возможно, 1,5. С ним я уже... Подожди. Я могу еще раз поговорить? Скорее бы посмотреть, какое у нее будет лицо. Так. Так, третий рудокоп, а ты где? Он, может быть, сбежал из этой клиники? В принципе, это не такая плохая идея. Может быть, вмазать это зелье курицы и сказать, что все сработало. Кстати. А вот и портал. Ну, он, скорее всего, на 2-м этаже. Тут больше нет вариантов. Ну да. Практически мертвый рудокоп. Жесть какая. Может, ему не стоит давать непроверенные средства? А где врачи? Ты здесь, чтобы избавить меня от страданий? Нет, но постараюсь их немного облегчить. Ты уверен? Пахнет это чудовищно. Чувствуешь что-нибудь? Пока нет, но если подождешь немного... Я, наверное... Нет, позови сестру. Мне нужна сестра. Так, удален предмет бальзам. Теперь нужно поговорить с Аллахом. Там я видел, да, есть ящики, я их не хочу что-то лутать. Один можно посмотреть вообще, что там лежит примерно. Но мне кажется, там какая-нибудь еда или прочая лабудень. А, тем более заперто. Соломенный. Даже не знаю, как это назвать. Соломенная урна. Корзинка. Корзинка, да, будет более правильное слово. Заперто. Вы представляете, насколько здесь люди не доверяют друг другу? Да. Это уже клиника. Слушай, откуда вот эти ребята приперлись? Мне вот интересно. Блин, тут тупик. Салах, ты где? Твой бальзам отстой. А вот он сидит. Я уже начал беспокоиться. Что случилось? Я испытал твое лекарство на нескольких рудокопах. Результаты получились довольно неоднозначные. Действие лекарства абсолютно непредсказуемо. Неужели? Расскажи. Один из них сказал, что чувствует сильнейшее жжение. Но второй был уверен, что бальзам избавил его от бородавок. А третий? Ты ведь дал его 3, верно? У него
В общем, он сильно возбудился. Все понятно. Последние двое были моряками. Мое последнее изобретение – недорогое лекарство против красной смерти. Оно даст надежду тем, кому закрыт путь на черный рынок. Хотя я знаю, что оно работает, мне хотелось бы убедиться, что лекарство не причинит вреда тем, кому поставили неверный диагноз. Ты согласился испытать 3 лекарства. Это может быть очень опасно, но твоя отвага принесет пользу другим. Так, растительная смесь для ингаляции. Но ингаляции, ладно, это уже хотя бы не втирать. И что, нам опять туда же тащиться, да? Ну, давайте по-быренькому пробежимся. Сегодня мы играем в доктора. Так. Помнишь меня? Хе-хе-хе. Бывает, Лонни, и похуже. Это все? Ну, как бы... Единственное, вот знаете, что меня смущает, что здесь диалогов-то на 5 копеек, а их растянули вот из-за всех вот этих охов, вздохов и прочего. Скорее бы посмотреть, какое у нее будет лицо. Так, ты там это, втереть себе должен что-то. Так, а я что-то не понял, я задание-то выполнил? Бородавки сошли, но боль просто... Стоп. Я пришел не туда, оказывается. Ну ладно, потом мы разберемся тогда с Аллахом и его маселками. А давайте-ка мы заглянем к нашим оркам. А потом еще в баю надо заглянуть. Давай, Шнеллер, Шнеллер. Интересно, куда я выйду? Да, действительно. А то ты не знаешь это место. Так, а где у нас живет этот лукарь? А, вот ты где. Тебя ждет задание. Вот почему я здесь. Человек в черном плаще, Дерек, мертв. Я не нашел твоих друзей в лагере. Но этого не смог сделать и Дерек. Они успели спастись. Ты славно потрудился, человек. Спасибо тебе. О, 3000 монет. С меня хватит. Ага, больше мы с ними говорить не хотим. Так, а ты нам дашь какое-нибудь Это твое задание? личное дело. Я лучше не буду вмешиваться. Ты всего лишь человек. Не понял. Такое ощущение, что он с ними вдруг резко поругался. Так, ну что, в баю тогда отправимся. Мне там не дали ничего? Нет. Так, бая. А, мне нужен местный писарь. Писарь. Кто из вас
Писарь. А, погодите, кто-то же из них писарь. Лавкач, невезучий Джо. А там вообще неизвестно кто. А, о, писарь. Это мне и нужен. Да, сынок. Тебе что-то нужно? Как тебе нынешняя погода? Прошлое лето выдалось дождливым. Сынок, я уж и представить не мог, что кто-то опять использует этот пароль. Что тебе нужно от меня? Мне рассказывали, что ты знаешь, как пройти мимо стражи у врат. Да, были времена. Но я больше этим не занимаюсь. Знаешь почему? Имперские отряды сожгли дотла мой дом. И я потерял почти все. Может, я могу чем-то помочь и вернуть тебе какие-то вещи? Да, может быть. Так, ну давай, что же тебе нужно? Что тебе нужно? Самое главное, моя старая чернильница с красными чернилами. Только ими можно подписать охранную грамоту. Пепелище моего дома находится в саванне. Кто знает, может, там ты найдешь мою чернильницу. Посмотрим. Так, найдите пепелище дома писаря. Мы там столько этих пепелищ находили, что дай боже. Так, пепелище. А, наверное, нужно сделать это задание типа в приоритете. Угу. А, нет. Во. Теперь должно быть правильно. А мы, кстати, в этой области-то еще и не были, оказывается. Ну ладно, попробуем. Как же плохо, что нельзя коня вызывать. Прям это очень плохо. Заперто. Ну что ж, понаслаждаемся еще этой прекрасной саванной, этими камнями. Давно я ничего такого не видел. Портал. Неужели он на что-то надеется? Здорово. Главное, ничего интересного. Ну, клочок меха, ладно. Авось сгодится. Заперто. А был ли я в Убирайся этом? прочь! Но у меня подарок. Подарок? От кого? От могильщика Люсома. Что? Правда? Прошу меня извинить. Прозвучало ужасно бодро. Ну а почему бы и нет? Вот. Ты этого заслуживаешь. Теперь он мне руку, наверное, даст. Вероятно. Но где же тело? Оно... Что? У меня беда. Вчера я получил пару трупов расхитителей гробниц. Копали где ни попадя. Семьи, которые передали мне тела, не рассказали, как умерли эти бедняги, но они не обязаны были это делать. И только я приготовился к тому, чтобы начать бальзамирование, они бац! И спрыгнули прямо со стола.
Живые мертвецы? Здесь? Да уж не впервой. В этих землях скрыто немало сокровищ. Надо только знать, где искать, а копать, где попало. Того и гляди, нарвешься на какое-нибудь проклятие. Не в моих правилах спрашивать, но я не совсем готов к битве. Если бы ты мог мне помочь. С легкостью. Так, Хазан, а... Откуда же вы все беретесь? О. А с тремя-то я еще не сражался одновременно. Ах ты, ублюдок! Ха-ха, богато. Что-то они какие-то не сильно жесткие, по-моему, в подземелье города были посильнее как-то, поживучие. Так, замок. Вероятность разрушения замка 30%. А открыть, если я его попробую? О, не, слишком сложно. Даже пытаться не буду. Так, мистер, все готово. Ты от них избавился. Вот, это твоя награда и премия. Хазан, где тело? Отправлено в Хатмандор. Разве я тебе этого не говорил? Нужно что-то делать. Некроманты, которые работают под эгидой Императора, пренеприятная компания. Для них любые врата открываются со скоростью молнии, но им по-прежнему нужна голова. Без нее торговцы отказываются помогать Люсому и его товарищам по несчастью. И вместо того, чтобы сказать об этом, ты попросил меня освободить твой подвал от посторонних? У меня много работы. Приношу свои извинения. Будешь перед ними извиняться. Я забираю голову с собой в Хатмандор. Тогда удачи тебе. И еще раз прости меня за все. Дело с этой головой принимает какой-то странный оборот. То есть мы теперь должны эту голову отнести в Хатмандор этим некромантом. И, возможно, нам, кстати, придется представиться самому как некромант. Да? Так, где я вообще нахожусь-то? А, во, пепелище же ж недалеко. По-моему, я пошел не туда. Да. Блин, а здесь прохода тоже нет. А как быть? Ну-ка. А обходной путь есть туда? Тут как бы одни ворота. А, фу ты. Это же моя метка. А где метка пепелища? Вот, чернильница писаря. То есть это у нас портал к пожарищу. Ну-ка, давайте. Пожарище, вот. О, лошадь моя. Здравствуй. А я ведь вас предупреждал. Ну, с носорогами бодаться мне как-то не камильфо.
Яху! Нифига себе, как она ускорилась. Ах ты! Да, я хотел бы посмотреть на человека, который вот так вот будет стоять и с кулаками драться с носорогом. Здесь твоя чернильница? Нет, чернильницы тут нет. Может быть где-то тут? А вот. Книга о меткой стрельбе. Вот, доступен навык меткая стрельба. Ну, хорошо. Побежали. Кстати, мне кажется, или конь стал помечаться на миникарте, а раньше такого не было? Или мне только кажется? Не, скорее всего, было. Это просто я либо давно на нем не катался, либо не знаю. Почему так? Так, где-то здесь портал вижу. Вперед. Черт. Куснула меня все-таки тварь. А где-то вот бая. Самое лучшее качество, самые низкие цены. Так, я помню, ты где-то здесь сидел. Погоди минутку. А ты еще кто такая? Меня зовут Флора. Я бывшая жена писаря. Мы развелись 3 года назад. И что? И я ненавижу его. Я знаю, что ты собираешься отнести ему эту проклятую чернильницу. Почему проклятую? Я ее ненавижу. Все время, что я была замужем, я должна была отстирывать простыни от чернильных пятен. Он не мог даже в постель лечь без своей драгоценной чернильницы. Видимо, поэтому ты и развелась. Да. Полагаю, ты оказываешь услугу моему бывшему мужу, потому что тебе необходима охранная грамота для прохода через врата. Да. Мой бывший муж стар. В последний раз, когда он подделывал охранную грамоту, стражи повязали его клиента. У меня есть предложение получше. Отдай мне чернильницу и скажи писарю, что ты ее не нашел. Взамен я покажу тебе, где находится тропа контрабандистов. Хорошая, блин. Подождите, а я же и так знаю, где находится тропа контрабандистов. Я обещал, сдержу слово. У тебя много общего с моим муженьком. Вы оба тупицы. Я думаю, то, что они развелись, это хорошо. Так, а где друг наш писарь? Флора. Вот она сидит. А сам писарь где? Где этот дурак? Осторожно, парень! Лучшее качество! Лучшие... Он здесь, что ли, живет? Да, точно. Ну, посмотрим, повяжут, не повяжут, ладно. Приятно видеть тебя, сынок. У меня хорошие новости. Твоя чернильница была спрятана в одном из сундуков, и я ее нашел. Держи. Теперь я могу подписать охранную грамоту. Да, вот, держи.
Почти настоящий официальный имперский документ. Отличная работа. Спасибо. Удачи тебе, сынок. Ну что, проверим, как работает его грамота на самом деле. Я думаю, нас ждет хороший бой. Так, возьмем что-то, какую-то улучшалку. Эй, ты, я тебя помню, ты мне там все угрожал. Ой, славный день! И снова ты! И теперь у меня есть охранная грамота. Как это возможно? Ее можно получить только в Хатмандоре! У меня важное дело, и мне нужно пройти. Проклятие! Ладно, проходи! То есть все-таки не зря я поступил как солидарный мужчинка. Стой, кто ты? Ты еще кто-то. Нет, ты Варн! Ты с ума сошел? Ты точно Варн! Ты похож на Варна. На кого? На одного из диких псов, что убили всех моих товарищей и захватили почти все врата в пустыне. Посмотрим. Не строй из себя героя. Не бросай меня, пока мы живы. Чувак, ну блин, нельзя же так. Бздеть. Трусливый Ян зовут нашего товарища. Но я тут тоже проходил, по-моему, я вижу трупы. Заперто, да? Да. Ого! Ага, был я тут. Так, ну что, тогда... какие у нас там еще задания остались? Посмотрим. Так, я должен доставить голову убитого прежде, чем откроют сундук с останками в Хатмандоре. Так. Теперь у меня есть ключ, которым где-то в подземелье можно открыть запертые двери. Так, проверим тоже. Давайте разберемся с головой. Уж. Мне интересно, чем все это закончится. Без головы. Может быть, меня пропустят в город? Поскольку у меня есть голова. А чё такие фризы пошли? Так, что-то я не вижу, кстати, камня телепортации. Странно, очень странно. Доска с объявлениями. А тут у нас что? А тут у нас непонятно что. Возможно, нужно складывать. Делаешь? Что? Хатмандор закрыт для чужаков. Приказ командира Валарина. А если мне нужно во что бы то ни стало попасть в город? Думаешь, самый умный? Решай этот вопрос с командиром, кретин. А где его найти? На юго-западе отсюда, на таверне. У таверне. Короче, в Чезнодаре. Он занимается делом об убивце. Об убийстве?
Какой же ты нудный. Но об убийстве. Это когда кого-то убивец, бац, и порешил. А теперь убирайся с глаз моих, пока я тебя не взял под стражу. Такое ощущение, что при правлении Гендехара закрыли все школы. Так, не прыгай, посмотри. Здесь. И тут пусто, кстати, тоже. Наверное, мне нужно сначала зайти в гильдию, там, наверное, бойцов. А где у нас находится Чезнадар? Так, подожди, Чезнадар же есть. А где тогда находится таверна? Левый госпиталь. Ну, поищем, ладно. Так, лагерь, в котором ничего нет. Эй, ты! Эй, дамочки, подскажите, а где здесь портал? А вот он. Отлично. А вот это, наверное, таверна. Мое почтение, странник. Зашел в таверну, чтобы хлебнуть гномьего пивка? Я ищу работу, подходящую для кого-то вроде меня. Это капитан? Может быть, ты слышал что-нибудь на сей счет? Ты веришь в провидение? Когда как? А что? Я уже неделю торчу в этой таверне Потягивая пивко. и поджидая кого-нибудь вроде тебя. Ты это серьезно? Еще как. То есть, это нужно не мне, а моему хозяину. Где мне его найти? На юге от Чезнадара, рядом с... У меня есть идея получше. Я отмечу место на твоей карте. Это под землей. Твой хозяин сидит под землей? Только тогда, когда хочет с кем-то встретиться. На этот раз он хочет встретиться с тобой. Выпей за мое здоровье. Непременно. Странный ты мужик. А, вон как Кэп стоит. Лютик? Ты ли это? Давай, сбацай мою любимую. Ведьмаку заплатите чеканной монетой. Но, Чем могу помочь? ой, я сказал. О, кстати, один мой знакомый говорил, что в этой игре можно подрабатывать, играя на инструменте. Я Ну-ка. хочу купить инструмент. Ае, детка, флейта, гитара. Ой, все возьму, все возьму. По такой дешевой цене грех не взять. Скрипка. Так. Ну-ка, давайте купим все, что у него есть. Спасибо, друг. Я тебя век не забуду. Ты просто красавчик. Ладно, вот так вот. Так, капитан. Надеюсь, оно того стоит. Я ищу одного человека по имени Валарин. Командир Валарин, городская стража. Прошу прощения, командир. Я проделал долгий путь в Хатмандор, Там наяривает чтобы на уладить гитарке. кое-какие семейные дела. Однако мне было отказано в праве войти в город. Я надеюсь, что для меня будет сделано исключение. Прошу меня извинить, но это невозможно. По крайней мере, сейчас. Говоришь, ты не местный? Наверное, раньше торговлей занимался. Угадал? Я отошел от дел. Ну, почти. Может, мы можем что-то придумать? Будь сейчас времена поспокойнее, я бы тебя ни за что не пустил. Однако настоящий преступник никогда бы не стал просить впустить его. Стражи сказали, что ты занят расследованием убийства? Целых 3. И это за последние 2 недели. Я установил их связь с местной криминальной группой, но на этом все застопорилось. ОПГ Хатмандор солнцевские. большой город, и все вокруг знают в лицо моих людей.
У нас есть свой осведомитель в криминальной структуре. Несколько дней назад мы должны были встретиться, но он не явился. Может, он испугался, а может и хуже. Но я не могу начать его розыски, не навлекая ненужных подозрений. Не могу рисковать. Так, и ну ладно, с чего С чего начнем? начинать поиски? Его зовут Ярат. Живет он в восточном квартале Чезнодара. Разумно начать поиски там. Что делать, когда я найду его? Назначь новую встречу, в том же месте, если он, конечно, еще жив. Возвращайся, когда закончишь дела, и мы поговорим. Так, что тебе известно об Что убийствах? тебе известно об убийствах? Все 3 преступления весьма необычны. Один труп был найден прямо напротив собственного дома. Вероятно, упал с 3-го этажа. Многие бы сочли это заслуженным наказанием. Убитый по кличке Свищ неоднократно открыто заявлял о причастности к нападению на имперскую систему транспортировки вериты. Второй потерпевший, Ранвел, обвинялся в продаже контрафакта. Его труп был обнаружен в бочке масла, когда мы обыскивали лавку. Но самое любопытное – 3-е дело. Бородатый Ольг был найден мертвым в разгар вечеринки в собственном доме. 50 гостей, ни одного свидетеля. В другой раз я бы предположил, что некто оказывает мне услугу. У меня были претензии к каждому из этих 3. Но убийство всегда убийство. Все это сулит мне большие неприятности в самом скором времени. Понимаешь? Так, один местный упомянул в разговоре заброшенную башню, которая расположена неподалеку от города. Что тебе известно? Один местный упомянул в разговоре заброшенную башню, которая расположена неподалеку от города. Что тебе известно об этом строении? Ты же вроде говорил, что прибыл в город по семейным обстоятельствам. Прости, просто я где-то услышал, что однажды сам император... Послушай, мне кажется, я был достаточно гостеприимен с тобой. Я хочу быть любезным и дальше, так что позволю себе откровенность. Держись подальше от этой башни. Да ладно, можно подумать, она проклята. Может и так. Немногим повезло услышать своевременное предупреждение. В моих же интересах избавить тебя от опасности. Если я разрешу тебе войти в мой город, поговори с Базелем в местной таверне. Он любит рассказывать страшные истории, как мне кажется, только ради того, чтобы напугать заезжих туристов. Надо действовать. Хорошо. Найди меня, как закончишь. Ладненько. Так, ну что ж, мы начинаем играть в детектива. Так, что я хотел? А, я хотел вот что сделать. Барабан, флейта, гитара. Высокий берег. Ну что? Я сейчас спою. Ой, а что делать-то надо? А какие циферки надо жать? Буковки? Ну ладно, так спою. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. О-о-о. Ведьмаку заплатите, зачтется все это вам. Что, понравилось? Недовольная рожа стоит. Я просто не распелся. Как в это играть-то, господи? Подскажите. На что нажимать-то? Да. Нет, я это так не оставлю. Уважаемая публика, сейчас для вас сыграет молодой, талантливый бард.
Сейчас я выберу получше место. Во. Так, открываем. О, у меня там конкурент появился. А, QVER. А, вот оно что. Капец, это сложно. А, боже ты мой. Ужасно, просто. Блин, народ, это нереально. А как в это играть, господи? Демоны. Вы просто все демоны, издеваетесь надо мной. Так, а если мы... Может быть, на флейте легче будет? Нет, не легче. Я просто жму на все подряд. Вы смотрите, что происходит? Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Чтобы вы понимали, я играл в Guitar Hero. И там все было гораздо лучше. О, 9 очков набрал. О, какой кошмар, какой кошмар. Стыд и позор. Он тот чувак играет хорошо. Давайте напоследок, не знаю, какой-нибудь скрипка. Господи, я сейчас уничтожу свою клавиатуру. Ну не, ну так нельзя, ну вы чё? Жесть. По-моему, лучше всего у меня получается пока играть на флейте. Как бы это странно не звучало. Так. Где флейта? Вот эту мы еще песню не играли. Я же... Вы чё? Надо на все просто жать. Капец. Господи. Не, просто попасть в это нереально. Это сколько надо в эту игру играть, чтобы научиться?
А чё так мало? Даже в предыдущий раз 9 засчитала. Ваше награждение... Блин. Короче, одну монету мне дали, засранцы. Ладно, последний раз. Последний раз мы это сделаем. И я тогда закончу. Так, давайте все-таки на флейте. И, по-моему, ярмарка более-менее удалась мне. Я же нажал. Господи, все нажимаю подряд. Так, пока мой лучший вариант это девяточка. Он кто-то даже заснул под мою игру. Да, прикольно, город оживленный стал ночью. Мне кажется, еще больше. Красиво. Приятно. В принципе, и в первой части город был такой достаточно живой, но здесь прям он прям живее всех живых. В общем, товарищи. А могу я присесть? Нет, не могу. Короче, на этой веселой ноте мы с вами заканчиваем. Будем учиться дальше играть на флейте. Хотя вряд ли. Вот. До новых встреч. Всем пока-пока. И увидимся с этой тёлкой.